Всех приветствую. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке криптовалют. Я думаю, по цвету всем уже понятно, что не все так весело. Основное количество монет находится в красной зоне и имеют отрицательную доходность, так сказать. Большинство монет в минусе. Если посмотреть на лонги и шорты, то по биткоину у нас сзади ничего особенно не изменилось. Лонги и шорты на прежних уровнях. По лайткоину такая же ситуация, плюс-минус 3%. В основном все на прежних уровнях. Никто позиции не изменяет. По эфириуму стоит отметить, что лонгов у нас подубавилось, минус 66%. Если смотреть на графике, то вот он резкий такой обвал, и больше половины лонгистов разуверились в том, что мы пойдем выше. Лонги у нас просели на 66%. Давайте еще глянем Ripple по данному показателю. Ripple у нас также потерял 7,7% лонгов, шорты у нас практически на месте. Можно отметить, что либо трейдеры выжидают, либо просто убирают лонговые свои позиции, а возможно их просто ликвиднуло. Потому что если посмотреть на ликвидацию, то как раз мы наблюдали последние дни снижение ликвидации как шортов, так и лонгов, но за последние 24 часа ликвидировано намного больше, чем за предыдущие дни. Это не зашкаливающий показатель, но заставило немного отдать денег биржам. Напугало ли это трейдеров? Конечно же да. Из категории страх мы снова переместились в экстремальный страх. Этот показатель нам дает понять, что все трейдеры сейчас просто трясутся от страха. Любое колебание цены заставляет сразу же изменяться и данный показатель. Теперь мы снова на уровне 21. Это не минимум последней недели, но высоко мы так и не идем. Что же у нас делает Grayscale? Grayscale закупали у нас лайткоины, но за последние 24 часа они немножечко их все-таки слили. И вместо этого закупили Link Chain. Chainlink, кому как нравится. Стоит отметить, что за последнюю неделю только данные монеты Grayscale закупали, лайткоин и Link. Остальные лишь пошли на слив. Посмотрим, что у нас пишут иностранные издательства. The Economist. Сторонники биткоинов говорят, что цифровая валюта будет способствовать ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. Reuters пишет, что биткоин упал на 8% в связи с резким ежемесячным падением. Формулировки у них, конечно же, странные, но давайте посмотрим, что они имеют в виду. Биткоин упал в пятницу до минимума на этой неделе, понес потери, вызванные усилением репрессий в Китае и проблемами окружающей среды почти до 40% в этом месяце. В общем, здесь ничего нового. По мнению данного издательства, падение на этой неделе и в эту пятницу все еще по-прежнему связано с Китаем и с возобновляемыми источниками электроэнергии. Что у нас еще Reuters пишет? Одна из главных новостей – это речь Ark Wood. Она говорит, что толчок биткоин ECG делает солнечную энергию более привлекательной. Что она имеет в виду? Стремление к тому, что больше полагаться на возобновляемые источники энергии для добычи биткоинов, может сделать неэффективную солнечную отрасль более привлекательной, заявила менеджер Звездного фонда Кэти Вуд на конференции по криптовалюте в четверг. Если резюмировать всю ее речь, то смысл в том, что всем было наплевать на возобновляемые источники электроэнергии, но как только это стало угрожать биткоину, она считает, что, спасая криптоиндустрию, многие ринутся развивать альтернативные источники электроэнергии. И это будет хорошо для всех, как для криптовалюты, так и для всего мира, для экологии и для всех людей. Генеральный директор ARK Invest Wood сказала в своем выступлении на конференции CoinDesk Consensus 2021, что майнеры биткоинов, переходящие на возобновляемые источники энергии, будут способствовать ускорению внедрения возобновляемых источников энергии, за исключением которых в противном случае это произошло бы. Автоматический перевод просто шикарен. Это может сделать солнечную энергию более привлекательной, о чем я и говорил. Вуд сказала в четверг, что их фонд нанял майнеры эфира в свою команду аналитиков в рамках расширения внимания к криптовалютам, прогнозируя, что дефляция поднимет стоимость биткоина, оказывая давление на валюты, зависящих от сырьевых товаров стран с формирующимся рынком. Это очень интересная новость о том, что инвестфонды и крупные корпорации собираются нанимать на работу себе в штат людей, связанных с криптовалютой, майнингом и вообще из этой сферы. Это хороший знак. Bloomberg также у нас пишет про новость, связанную с Кэти Вуд, и о том, что она говорит, что биткоин невозможно закрыть для чиновников.
Давайте посмотрим теперь новости криптовалют. И из важных новостей вот что добавили в последнее время. Для монеты Icon миграция токенов, которая произойдет 8 июня. VeChain. Добавлена новость про хардфорк, который состоится 7 июня. Далее идет всякие викторины, не очень интересно. И вот новость, в принципе она была уже давно, но это единственная новость про Dogecoin. Отправка Dogecoin на Луну должна состояться до 31 марта 2022 года. Давайте посмотрим на ближайшие события. Если не считать всякие конкурсы, то ближайшие события у нас начинаются с июня. 1 июня у нас не очень популярная монета BitGear, запуск основной сети. 7 июня Hardfork VeChain, 8 июня опять-таки Icon. И вот неплохая новость. В течение июня Binance запускает торговую площадку NFT. А это значит, что это даст хороший толчок всем NFT проектам и вообще этой отрасли. Также Welton Chain, Hardfork в июне, ChainX, уменьшение наград вдвое. И в июне еще два события: Injective Protocol, запуск основной сети, и Qtum, Hardfork. Все это должно состояться у нас в ближайшее время, в следующем месяце в июне. Посмотрим по другому сервису, что у нас может быть еще новенького появилось. Последние 100 монет, топ-100 из важного. Вот существенно отмечено. Запуск смарт-контракта Cardano. Назначено до 30 сентября. Добавлена сегодня новость. PancakeSwap. Это у нас не важная новость отмечена. Давайте посмотрим, что у нас важного добавлено. Также у нас Cardano 2 июня. Но это уже новость, которую мы видели. А вообще из интересного, что у нас тут есть? Tezos. Объявление об интеграции. Clayton. Листинг на LBank. Engine Coin. Листинг на Bitcoin.com. И вот у нас последняя новость, добавленная 28 числа сегодня. Theta Network. Торговая площадка Theta Drop выходит в июне 2021 года. Новостей полно. Еще бы монеты росли. Было бы вообще шикарно. Давайте посмотрим, что у нас по графикам. Начнем с биткоина. Что у нас здесь происходит? Вчера у нас было 27 число. С этого момента у нас произошел пролив вниз. Проторговка у нас здесь продолжается. По-прежнему курс так и не решил, куда он собирается идти, наверх или вниз. И здесь теперь треугольник виден не только на мелких таймфреймах, но и на более крупных также просматривается треугольная формация. Если это все-таки треугольник, а треугольники у нас бывают в предпоследней волне волны старшего порядка. То есть данная четвертая волна, она также в приоритете, только теперь у нас она может сформироваться не как зигзаг, а как треугольник. И это будет отличный вариант для того, чтобы пробить его вниз и пойти ниже. Если все-таки это треугольник, как я уже сказал, это предпоследняя волна, значит пятая будет последней, после чего будет разворот на коррекцию всего этого большого импульса. Если посмотреть на часовик, то я думаю, вы и сами этот треугольник теперь видите. После вчерашнего и сегодняшнего снижения мы не стали дорисовывать зигзаг наверх в отмеченную зону, а пошли пока что вниз. Треугольник вниз пока не пробит, и он будет актуален до тех пор, пока не пробьет либо максимум, либо минимум. Пока идут понижающие максимумы и повышающиеся минимумы, треугольник будет актуален. А он у нас, скорее всего, в четвертой волне, поэтому в приоритете у нас снижение вниз. Докуда? Первая цель – предыдущий лой. Думаю, по основным монетам формируется все то же самое. Так, 4 часа по эфириуму, давайте посмотрим. Здесь у нас, мы здесь как раз таки и в принципе в зоне четвертой волны уже давно были. И сейчас у нас нет такого, конечно, красивого треугольника, как по биткоину, но снижение все еще актуально, так как здесь вверх прошло раз, два, три волны. А это коррекционная формация, тем более мы уже были в отмеченной зоне, до которой было оптимальное движение в четвертой волне. Да, было бы красивее, если бы добили еще и до сюда, но мы уже и так выполнили необходимое значение. Пока здесь в приоритете также вниз. Вариант с походом наверх не отменен, пока мы не пробили лой, поэтому прогноз, я думаю, вы и так знаете, если смотрели предыдущие ролики. Отсюда можем пойти как наверх, так и вниз, но так как мы торгуем вероятности, в данный момент вероятность пойти вниз выше. Посмотрим Ripple. По Ripple здесь также нет ни объемов, ни каких-либо еще подтверждающих факторов на то, что мы полетим наверх. Это не отменяет поход наверх, так как может быть все что угодно.
Но пока в приоритете по Ripple также вниз до предыдущих лоев. Ну и посмотрим, что будет здесь на уровне поддержки. И две монеты, которые в комментариях просили. Chiliz одна из них. Давайте посмотрим, что у нас по ней. Мы до этого ее рассматривали. И здесь коррекция продолжается. Давайте посмотрим издалека. Вот структура. Мы дорисовали тройку. Сейчас у нас четверка в тройке, так сказать. Объемы пропали после того, как мы обновили здесь лои. Посмотрим здесь локально, что происходит. Здесь хорошее движение наверх, но пока также раз, два, три волны, что говорит о коррекционном характере движения. Вот если мы еще здесь дорисуем, сделаем перехай в пятой волне, то это будет очень похоже на заходной импульс. Тем более и структура будет также подходить. Вообще, конечно, из того, что показывает график, сейчас отмечу. 1, 3 волны вниз, 2. Здесь у нас, ну вот похоже, даже тройки еще не закончено. Давайте пока отметим здесь 3, 4 и 5. Пока выглядит хорошо. Рост объема тем более есть. Протестировали скользящую среднюю на часовике. Ее не пробили. И пока направляемся наверх. Неплохо выглядит, неплохо для завершения формирования импульса. Я думаю, можно здесь вот торгануть этот Chiliz, но естественно со стопами. Данное дело все естественно отменится, если мы пробьем лой. Это начало предполагаемого импульса. Пока, думаю, все, что здесь происходит, очень неплохо выглядит. Объемы не сказать, что прям уж такие большие, но они имеются, и они как раз в третьей волне. Здесь уже много раз пытались развернуться, и здесь, но так вот здесь тоже 3 волны было наверх. Но сейчас такой вот опасный рынок на крипте, что иногда формируются даже такие обманки. Но из того, что вижу, какие факторы? Если сейчас пробьем здесь хай, это будет 5-волновой импульс, это в плюс на лонг. Здесь у нас дивер, это тоже фактор на то, что пойдем наверх. Давайте посмотрим еще по price action, например, на дневках, что у нас здесь происходит. Тоже вот здесь не был неплохой бар. Мы его здесь пробили, пошли наверх. Тем более не пробили скользяшку на дневках. Это была 200-я скользящая средняя. Да, по Chilizу есть шанс, что мы пойдем наверх без обновления дна, но стопы советую всегда ставить. Пока очень хорошая вероятность, что мы здесь можем завершить все-таки эту такую долгую коррекцию по Chilizу. Но если смотреть так вот отдаленно, то объемов хороших так и нет. Давайте глянем еще одну монету. Тоже в комментариях просили несколько раз и под предыдущими видосами. Я эти комментарии видел, но, как ранее говорил, в принципе в ролик попадают монеты, которые больше количество человек просит. Ну как бы это логично. Смотреть то, что больше интересует. Давайте посмотрим по ICP. Это интернет-компьютер. Что мы рисовали в прошлом видосе. Похоже, мы были где-то вот здесь, да? 1, 2, 3, рост объемов, все классно. И первая цель была сюда. Но мы сюда не пришли и потихонечку начали снижаться. Что у нас здесь теперь происходит? Но мы не доформировали, получается, импульс. Получается, у нас только 3 волны прошло, а это коррекционный формат движения, естественно. Данная структура уже не актуальна. Но если вы все-таки здесь входили, то стоп у вас за данным основанием, и он еще не пробит. Так, мы вот здесь еще лой не пробили. В принципе, по структуре. Даже сейчас еще возможно дорисовывание импульса. Но я думаю, это уже как-то очень затянутая была бы здесь 4-я волна. Поэтому, если не входили до сих пор по данной монете, то и входить пока не стоит. Если же входили, то стоп у вас еще не выбило. И рост еще возможен. Поэтому вот даже на 4 часах смотрим. Да, здесь вот тень получилась. Откупили все это дело вниз. Нет, я бы здесь не входил, потому что как такового заходного и не было. Были предпосылки, но до конца все это не сформировалось. Что сейчас можно делать, если не купили еще эту монету? Ну, ждать опять отскок какого-то нащупывания дна. Я думаю, здесь скоро будет. Здесь вот раз таки формируется неплохая откупная такая ситуация. Давайте на дневках еще посмотрим. Нет, на дневках по просекшену тоже здесь ничего такого интересного. Пока очень по ней грустно, но лой не пробит. Какое торговое решение? Торговое решение – ждать разворотов, если вы не в монете. Если в монете, то стоп у вас не выбило, вы еще в рынке. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Удачной торговли и счастливо!